Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 21 февраля. Поехали! Местные жители провинции Восточная Ява стали очевидцами выпадения крупного града. Это довольно редкое явление для этих мест. Последний раз крупный град тут выпадал в 2015 году. Наиболее пострадал город Сарубая. Тут были отмечены градины, размеры которых были более 5 сантиметров в диаметре. По словам очевидцев этого события, град начал падать около 2 часов дня. Стихия буйствовала около 20 минут, при этом она сопровождалась сильным ветром, достигающим 25 метров в секунду. На горячий телефон службы спасения уже поступило более 300 звонков, связанных с непогодой. Градом сильно были повреждены крыши домов, магазинов и различных навесов. Пострадали сильно автомобили, которые находились на открытом воздухе. Многие местные жители поделились фото и видео этого события. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. На Сахалин снова обрушилась сильная метель. В Южно-Сахалинске видимость в некоторых районах сводится к нулю. И все из-за взрывного циклона, который зародился над Японским морем. По словам синоптиков, он весьма быстро набирает силу и в ближайшее время обрушится ураганом и сильным ветром не только на Сахалин, но на все Тихоокеанское побережье России. На острове же сейчас штормовые порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Ходить по улицам в прямом смысле приходится задом наперед. В школах отменили занятия, закрыли часть дорог на юге острова и паромную переправу, а в аэропорту Южно-Сахалинска то и дело отменяют или переносят рейсы. Такая непогода в ближайшее время обрушится еще и на Камчатку, Курилы, Хабаровский и Приморский край. В Южно-Сахалинске мобилизованы все дорожные службы, которые убирают снег круглосуточно в несколько смен. Работе ночью мешали не только сильная метель и плохая видимость, но и брошенные на дорогах автомобили. Поселок Пересыпь Темрюкского района может исчезнуть с лица земли. К домам приблизился огромный оползень. Жители с замиранием сердца наблюдают, как от движения грунта складываются опоры линии электропередач, обнажаются трубы инженерных коммуникаций. Это не декорации к фильму «Катастрофе», а настоящая картина бедствия в Темрюкском районе. Куски фундамента напоминают о том, что еще недавно здесь стояла беседка. Строение подвинулось вместе с землей. Берег в этом районе осыпается уже 6 лет, но в последнее время после обильных дождей и снегопадов пласты грунта сползают все чаще. Разрушительная сила приближается к жилым домам. Власти подчеркнули, в случае дальнейшего продолжения движения грунта, жители будут эвакуированы в пункты временного размещения. На месте же сейчас эту проблему никто не решает. На территории острова Южный, Новая Зеландия, произошел мощный подземный толчок магнитудой 5,6. Землетрясение произошло на глубине 30 километров и сильно ощущалось местными жителями. Считается, что его эпицентр находился примерно в 30 километрах к юго-западу от Сёдена, в Южном Мальборо. Отмечается, что новозеландским службам экстренного реагирования поступило более 15 тысяч обращений местных жителей, связанных с последствиями этого землетрясения. В 2016 году остров Южный пережил самое сильное землетрясение, которое когда-либо было зафиксировано тут. Оно обладало магнитудой 7,8 и вызвало сотни повторных толчков, цунами, оползни и ряд других катаклизмов. В результате этих последствий погибло 2 человека. При этом сообщалось о 6 крупных разломов, максимальная ширина которого составила несколько метров. На иракскую провинцию Анбар обрушилась сильная песчаная буря. Сильный ветер нагнал из пустыни в город тучи песка. Несколько сотен жителей обратились за медицинской помощью из-за проблем с дыханием. Только в одной из больниц одноименного города Анбар зафиксировано более 180 случаев обращения. Большинство пострадавших жаловались на удушье и проблемы дыхательной системы, травмы, полученные падающими обломками и поднятым в воздух мусором. Видимость на дорогах снизилась до нескольких метров. Улицы опустели. Выйти из дома возможно только в специальной маске. В пик бури наблюдалась кромешная темнота. Средь бела дня властям пришлось включить уличное освещение, но и оно не помогло. На автотрассах и дорогах местного значения образовались пробки. Скорость порывов ветра достигала 28 метров в секунду. Спустя 10 дней после сильного извержения, вулкан Этна произвел сегодня мощную серию взрывов и пароксизма. Лавовые фонтаны устремляются в сицилийское небо, предположительно на высоту более 1000 метров, а столб пепла поднимается примерно на 10 километров в высоту,
дрейфуя на восток, где происходят тяжелые лапили и пеплопады. Активность началась около 9 часов утра по местному времени, когда в кратере Нью-С впервые наблюдалась термальная аномалия и вскоре после этого слабая стромболианская активность. В то же время начал усиливаться вулканический толчок. К полудню стромболианская активность начала значительно увеличиваться и быстро превратилась в фонтанирование лавы примерно к 12 часам дня, что привело к возникновению высокой колонны извержения. Лавовый поток начал извергаться из южной бреши в юго-восточном кратерном комплексе и двигался в юго-западном направлении. Аргентину охватили самые масштабные в истории страны лесные пожары. Как отмечается, на северо-востоке страны горят 800 тысяч гектаров леса. Ситуация ухудшается с каждым днем. Пламя быстро распространяется. Более 1000 пожарных и армейцев пока не в состоянии удержать этот прогресс. Мешают сильный ветер и жара. Выгорело уже более 10% региона. Под угрозой один из крупнейших национальных парков страны. По прогнозам синоптиков, к концу недели погода будет становиться все жарче. Напомним, пожары в Аргентине нанесли непоправимый ущерб окружающей среде и серьезный экономический ущерб. Уровень влажности в пострадавшем районе упал до 15%, хотя обычно составляет около 70%. Согласно спутниковым снимкам, скорость распространения пожара составляет более 40 тысяч гектаров в сутки. Учитывая масштабы ущерба, в провинции Корриентес было введено чрезвычайное положение. От наводнения в городе Семаранг, центральная Ява, Индонезия, пострадали более 90 тысяч человек. Один человек погиб после того, как паводковые воды обрушили часть стены. Наводнение, вызванное сильными дождями, началось 20 февраля. В некоторых районах глубина паводка составила 75 сантиметров. По данным местных властей, пострадало 90 тысяч человек из более чем 18 тысяч семей. Затоплено свыше 9 тысяч домов. По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями города Семаранг, сильный дождь также вызвал несколько оползней в Гаджахмундкуре, где были спасены не менее 3 человек, оказавшихся под грязью и завалами. В Семаранге за 24 часа было зарегистрировано 110 мм осадков. Из наиболее пострадавших районов эвакуировали более 300 человек. По прогнозам метеорологов, осадки на ближайшие 2 дня не прекратятся. Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду был отмечен в городе Маланг, в индонезийской провинции Восточная Ява. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями округа Маланг сообщило, что из-за буйства стихии известно как минимум о падении 25 деревьев и о 13 поврежденных домах. И это не считая сорванных навесов и рекламных конструкций. Часть районов осталась без электричества. Несколько человек обратились в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Погибших нет. Коммунальные службы, а также пожарные бригады занимаются восстановлением инфраструктуры. Оказывают помощь населению. Проводится оценка нанесенных стихией повреждений. Из некоторых районов округа местные жители сообщили о формировании торнадо, но пока эти сведения не подтвердились. Вслед за ураганом Юнис, в результате которого без электричества остались 1,5 миллиона человек, на Великобританию обрушился шторм Франклин. Это уже 3-й за неделю мощный циклон, который обрушился на Туманный Альбион. Шторм Франклин пересек Атлантику и накрыл остров раздирающей силой стихии. Метеорологи объявили оранжевый уровень погодной опасности. По мнению синоптиков, шторм Франклин потенциально опаснее и уж точно ветренее ударившего ранее шторма Юнис, который хозяйничал на территории королевства, оставил без света порядка 1 миллиона 400 тысяч домовладений. Именно поэтому метеорологическое управление выпустило предупреждение о сильном ветре для Северной Ирландии и некоторых районов Великобритании. Кроме того, на северо-западе Англии действует предупреждение о сильных наводнениях, опасных для жизни. По данным синоптиков, там может выпасть до 80 мм осадков. Местные жители полуострова Калиума, расположенного в чилийской коммуне Томе, проснувшись сегодня рано утром, увидели страшную картину на побережье. Практически весь пляж был усыпан мертвой рыбой. Местные рыбаки, жители и туристы выявили большое количество анчоусов и сардин, заполнивших берег этого сектора. Персонал Сарнапеска выйдет на место происшествия и проанализирует ситуацию, чтобы определить вероятность возникновения случаев выброса мелкой рыбы на мель. В прошлом году был зафиксирован похожие эпизоды, когда большое количество рыбы выбросилось на берег в этом же регионе Био-Био.
На данный момент специалисты пока придерживаются версии о нехватке кислорода в воде. Именно этот фактор и спровоцировал такой выброс рыбы. Местные жители поделились фото и видео этого ужасного события. За сутки на Земле произошло 132 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Пройти мимо клумбы гималайских голубых маков и не остановиться около нее как минимум на минуточку воистину невозможно. Тот, кто хотя бы один раз имел удачу увидеть цветение этих необычных творений матушки природы, навсегда запомнит сие великолепное зрелище. Сказочной красоты растения поражают воображение и пробуждают фантазию. Глядя на небесно-голубые, лазоревые и ультрамариновые венчики гималайских маков, поневоле начинаешь думать, что их семена на нашу Землю занес космический ветер, дующий с иных планет. Свое происхождение гималайский голубой мак, иначе называемый Меканопсис буквицелистный, ведет из предгорий Гималаев. Именно там, в прохладных тенистых лесах и на влажных альпийских лугах, и растут многолетние травянистые красавцы, относящиеся к многочисленному роду меканопсисов. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.